Неужели нам сегодня удалось сюда добраться, друзья? Посмотрите, где мы находимся. Веселые люди нас встречают в этом городе. А это один из самых замечательных, самых красивых городов в Германии. Называется он Хайдельберг. И мы только-только вот сейчас вышли с поезда. 3 часа мы ехали до этого вокзала. И мы здесь будем с ночевкой. Мы впервые решили побывать где-нибудь в путешествии с ночевкой не у друзей, не у каких-нибудь знакомых, а арендовать отель. В Германии мы еще не имели такого опыта, чтобы где-нибудь останавливаться в отеле. И сейчас, поскольку уже вечереет, мы сразу же займемся тем, что будем искать отель. У нас с Ладой есть выбор: либо поселяться в отеле, который находится недалеко от вокзала, и в нем должна быть не очень большая цена на комнату, либо же пойти в центральную часть города, где красивые, милые такие отельчики, но очень дорого. Как ты скажешь, Лада? Я хочу недалеко и дешево. И с красивым видом, да? Да. Мы смотрели уже немножко на картах Google и в букинге про отели здесь. И вот этот вот не самый дешевый. Он находится прямо возле вокзала. А сейчас мы хотим проверить, насколько правду пишет Google. Где-то здесь рядом находится отель, который всего лишь за 49 евро предлагает хорошие комнаты на ночь. А это самая низкая цена в городе. Мы хотим проверить, правда ли, есть ли такая цена. Сейчас мы посмотрим в картах Google, где здесь находится дешевый отель. К нему сразу же придем. Смотрите, как я ищу. Я уже тут искал кое-что. Вот город Хайдельберг на карте, где мы стоим, получается, да? Приближаем. И вот это красненькие точки, это все отели. Так, мы стоим возле отеля, который 70 евро. 70 евро. Это вот за спиной, который я вам показывал уже. А мы хотим отель подешевле. Рядом, видите, написано 49 евро. Отель Централ. Он где-то совсем рядом с нами. И насколько я вижу, вот нам надо перейти эту дорогу и вот туда пройти немножко. И отель Централ будет у нас перед лицом. Вот показываю вам отель. И сейчас мы с Ладой незаметно в него проберемся и все выведаем. Дрюкин, нажимай. Друзья, поскольку это наш первый опыт аренды номеров здесь, в Германии, то мы, немножко запутались. И в этом отеле, получается, на Гугле была цена за одноместный номер. Как и везде. Для Завлекалова пишет цену за одноместный номер, а ты приходишь, тебе говорят, так это же одноместный, а двухместный стоит почти в 2 раза дороже. То есть одноместный стоил, не в 2, 49, да? Да. А двухместный 69. Ну, то есть мы можем здесь снять сейчас комнату, точнее номер полноценный с большой кроватью, но за 69 евро, то есть практически за 70 евро. Но мы с Ладой решили, поскольку у нас есть время и интерес, мы решили, в общем-то, узнать еще на другом сайте, другой отель поискать. И мы нашли какой-то недалеко. И, в общем-то, сейчас к нему пройдем и узнаем. Кстати, на Гугле была цена 43 евро. Здесь у них на сайте уже за тот же номер 51 евро. И я сейчас думаю, мы придем в эту гостиницу, она недалеко, и там будет уже сказано, опять же, наверняка 70 евро или что-нибудь в этом плане. По виду это, конечно, очень крупный город. 163 тысячи человек здесь живет. Смотрите, современные здания, современные улицы.
Но это потому, что мы находимся в новых районах. А тут интересный такой вагон стоит какой-то. Наверное, ресторанчик, да? В общем, движемся в сторону другого дешевого отеля. Будем выяснять, за сколько мы можем минимум... А, вот он, Меннигер Хотель. На той стороне дороги сейчас перейдем. Ну, такое современное большое здание. Думаю, номера должны быть новые. В общем-то, только как теперь дорогу здесь перейти? Кстати, в том отеле нам сказали, что если мы хотим еще дополнительно получить завтрак, то завтрак стоил бы там 50 евро. 50 евро это много, И да? в сумме это бы стоил бы номер сколько? 70 плюс 50 это было бы 120 120 евро, да. Это очень дорого. И вообще завтрак за 50 евро, это какой такой завтрак должен быть? Что Ну. они там должны готовить? Так, смотрите. Вот он, вход центральный, надеюсь. Да, сейчас мы тоже зайдем и поинтересуемся. А я поинтересуюсь. Тут еще и ресторанчик. Ага. Это точно вход? Отель. Hallo, das ist Hotel? Hotel? Ja, Oh. Wir möchten Doppelzimmer. А вот здесь можно было бы позавтракать. Такая небольшая столовая, интересная. Бар. Кстати, алкогольные напитки есть в баре. Можно вполне здесь перекусить, да, если что. Но как-то хочется в центр города. Да. Эрстеншток. Посмотрите. Мы, короче, сняли здесь номер в этом отеле. Сейчас не снимали там на ресепшене на видео. Неудобно было. Но нам уже дали вот карточки Да. от номера. Все, выходит. И сказали, идите в 107 номер. Почему мы здесь сняли? Потому что здесь дешевле. Здесь за 51 евро мы сняли номер себе. Там нам предлагали за 70 практически, а здесь за 50, на 20 Ну евро да, дешевле. 20 евро. Это существенно. Конечно. Мы еще поесть сможем на эти деньги. Да, и здесь завтрак, кстати, тоже дешевле. Здесь Да. 13 евро с человека можно будет позавтракать, но мы еще не решили, хотим мы или не хотим. Вот Так. наш номер. Это интересно только вот когда ты... Прикладывай карточку. Все, нажимай. Класс. Класс. Да ты что? Ну, Владусь, включай свет. Вот так. О, Все. короче, мы с такой системой уже сталкивались в Турции и в Египте, где нужно карточку воткнуть для того, чтобы загорелся свет. Это сделано для того, чтобы, уходя, свет не оставался включенным. Так, смотрите, друзья, наш номер. Сразу заходим, здесь зеркало такое с подсветкой. Там санузел, Влада сразу Вау. хочет заглянуть в санузел, а я хочу сразу посмотреть на Давай, сам номер. иди. Вот такая у нас кровать на сегодняшнюю ночь и еще диван. Слушай, а тут можно вообще еще кого-то пригласить спать. Ну что, очень так мило. 50 евро. За 50 В евро. Германии. В огромном городе. Да, за 100 евро ты могла бы просто вот сейчас из окна видеть центральную часть города. А за 50 центральная часть нет. Зато мы за 50 евро не открывается. Видим вот это здание, такое ультрасовременное, круглое. Такой вот у нас урбанистический пейзаж. Но, смотрите, под окнами никто не бегает, шуметь не будет. В общем, класс. Для того, чтобы просто заночевать, это отлично. Это наш первый опыт с отелями. Просто мы не хотим сейчас вбухивать кучу денег в то, чтобы платить за дорогой какой-то номер, может, в будущем. Так, а теперь, та-да-дам, смотрите, в таком темном стиле выполненный санузел. Смотрите, он такой красивый. Виталик, оцени работу как специалист. Да, я как специалист по плитке, я вам скажу, что выглядит это хорошо. Серенькие шовчики, темная плитка такая, сделано все хорошо, сделано, приделаны
крючочки всякие. Так, душевая кабина открывается, стеклянная. Вентиляция сразу работает вместе со светом. Да, смотрите, классно вообще. Небольшой такой поддон. Ой, мне нравится, вообще шикарно. Из того, что имеется здесь в санузле, смотрите, какой-то... Это, наверное, жидкое мыло должно быть, но я не знаю, как его нажимать, не буду ломать. Так, фен. Лада, фен работает. Да, Лада как раз не взяла. Так, у нас есть салфетки тут, туалетной бумаги 2 рулона. Смотрите, полотенца есть. Вот полотенце, снова салфетки. Слушай, ну мне нравится за такую цену. Замечательный номер. Посмотрите, какой здесь шкаф. То есть полное отсутствие шкафа, просто повесил. Ну, учитывая, что это недорогой номер и здесь просто заночевать, то очень уютно. Да вообще, ты что? Конечно, тут хорошо бы еще балкончики моря, по большому счету. Ну, ничего. Смотрите, тут я еще обнаружила свет. А ну-ка. Ого. Это общее. Это просто если ты ложишься, раз выключил. Это проходной выключатель. Да. Он включается там, возле двери, а когда ложишься, можно выключить. Да. Это здорово. Да. Подсветочка одна, да, еще подсветочка Да. должна быть, да. Розетка. Смотри. Раз. Возле каждой подушки розетка есть. Раз. О, на диванчике тоже Да. подсветочка. И здесь Да. еще. Мгм. Телевизор, наверное, работает, я так понимаю. О, кстати, работает, смотри. Какая-то комедия. Ладно, номер отличный. Теперь мы уже устроились. Теперь следующий этап нашего сегодняшнего действия – это пойти в красивую часть города и найти какое-нибудь кафе или ресторанчик для того, чтобы перекусить. Ну что ж, мы поселились в этом отеле и теперь вышли прогуляться. До центра города здесь, до старого города далековато, нужно будет подъезжать, возможно, на вот таком трамвайчике. Но мы сейчас все разведаем. Друзья, у Лады сегодня день рождения. И вот поэтому-то мы и приехали сегодня в этот красивый город и сняли здесь отель. Это как ей подарок вот на день рождения. Отель с парнем вместе. Ну, парень, понятно, это я. Я себя чувствую волком из «Ну, погоди». Лучше мной подарочек. Это ты, да. В принципе, вот это праздничный такой у нас сегодня ужин намечается, но мы еще не знаем где. Vamos un baile en las nubes, un bailecito en los clubes. Yeah, esta vaina sí está que sube. Vamos un baile en las nubes. Yeah, vamos un baile en las nubes. Какие нетерпеливые люди. Кто-то выбросил елку просто на улицу. У нас Перед обычно. музеем. У нас обычно весной выбрасывают только. У нас на 8 марта еще Вон еще. под елку ложат подарки. Ну да, и не жалко их елок. Университет плац, слушай. Да, здесь же старинный университет. Здесь красотища. Надеюсь, мы ее рассмотрим. Но хорошо, хоть работают эти все заведения. Пиццерия вот есть. Музыкантов не слышно никаких. Сегодня такой себе день у них не праздничный. Это праздник у нас. Кстати, сегодня же православное Рождество. Ну, точнее, было с 6 на 7. А сегодня 7 число. 7 января. Ну, по сути, тоже праздник, да? Конечно, праздник. У меня всегда был праздник двойной. День рождения плюс Рождество. Поэтому я по-любому отмечаю Рождество Да. 7 января. Вот здесь. О, смотри, хороший ресторанчик, да? Вот там этот Элвис Пресли вдалеке есть. И, по-моему, здесь наливают что-то. Почитай, коктейли какие-то. Он не живой, да. Мы на него сейчас посмотрим. Ну, кофе здесь 4,50 дороже, да? дорогой кофе. смотри, 5 евро. О. Да. Смотри, евро. нормально, если Все, заглянуть. пошли. Этот товарищ сидит. Я уже забыла. Элвис Пресли. Представляешь?
Познакомьтесь, Элвис Пресли. Мне это нравится, слушай. Вы только посмотрите, какое здесь меню в этом ресторанчике. Вообще, смотрите. Прям какая-то древняя карта. Смотрите, да, да, нам дали вот в форме карты, я Да. разворачиваю. Свернутая. Оно еще такое, смотрю, матерчатое такое. Очень Grilled интересно. chicken breast. Очень уютный ресторанчик. Сидим здесь сейчас, ожидаем В ожидании свой заказ. чуда. Да. Мы заказали что-то на обум. Ну, в принципе, Лада выбирала что-то, понимает. Ты поняла, Ну, что заказала? да, мы заказали, там должен быть салат, должно быть мясо, должно быть что-то еще, там, картошка, что-то, не знаю. Там оно идет в комплексе на двоих, как-то так, не знаю. Сейчас посмотрим, что принесет. Очень приятная девушка, на русском говорит 2 слова. В общем, взяли себе вина. Сначала хотели по бокалу взять. Бокал вина здесь стоит 6 евро. А потом мы посчитали, нам захочется еще по бокалу. Это будет уже 4 раза по 6, 24 евро, а бутылка стоит 21 евро. И мы решили уже, ну... Теперь ты. Пробуй. Тост. А, ну да. Ладно, за тебя. За твой 14-й день рождения. Хорошее вино. Чилийское, савиньон. Что-то мы с тобой сегодня жируем как-то, да? Один раз в жизни 14 лет бывает. Да. Ага. А у вас издан? А, Ага, ага. Таузен. данкешон. Данкишон. Смотрите, Посмотрите, какая она прям красота. шкварчит, Лада, оно шкварчит. Ничего Мне себе. страшно это все есть. Ну пробуй, пробуй. В общем, что-то непонятно что, но это картошечка, да? Ой, горячая. И здесь всякие соусы. А, я думал, это картошка, это говядина. Ломтиками нарезана. Это мясо. Говядина с овощами, гриль. И Так, а салатик. это что? Салатик, капуста, морковка, боже мой. Вот Это мы- яйцо. А, это Это яйцо все надо натертое, да? перемешать. Перемешать надо? Да. Таушен. И Если блинчики. это лепешка, можно Лепешка. туда за вот это вот. А, положить в лепешку, замотать и есть. Я думаю, что да. Ну все, Мы должны еще приступай. поработать. Вечер удался. С Рождеством. Сегодня самый главный праздник в Православие, году, да? православное Рождество. И я всегда, вот когда у меня просто так чудом совпал день рождения с Рождеством, и первый тост всегда за Христа. За Христа, За окей. любовь, да. Друзья, нам этот ужин обошелся в 52 евро. Вот чек. Вот это блюдо стоило 31-32 евро. Вообще вся еда стоила 32 евро. Я считаю, это вообще шикарная цена. И остальное это и вино. бутылка вина 21 евро. Да. 52 евро, 53 евро мы заплатили за ужин. Вот такой полноценный ужин, праздничный ужин с вином. По секрету скажу, мы еще 5 положили. Официантка была вообще отменная, наливала нам вино, все рассказывала. И она знает несколько слов по-русски. Начался новый день. Мы в Хайдельберге вышли из гостиницы, но, как видите, Германия без дождя — это не Германия. Затянуло небо,
серая-серая. Но здесь бывают перемены очень резкие. Вчера, кстати, тоже, когда мы выезжали из дома, был дождь, была пасмурная погода. А сюда приехали, было уже ясно. Надеюсь, через часики здесь будет как вчера. Непонятно, да. Такой на вид, в принципе, не бездомный человек. Немец. И немец, да? Немец, это немец, и причем очень, ну вот как по-немецки он общается, филинданг, и такой благодарный за ту копеечку. Боже, как жалко человека, что ж ему случилось? Не знаю. Кошмар. Вот, знаешь, когда вот, ну, там беженцы Ну, сидят, это понятно. Да, и у некоторых на лицах прям видно, что они спившиеся, а Да. здесь просто вот человек, причем с приятным лицом, улыбчивым, это Интеллигентный, совсем не так. культурный, Мне кажется, даже одет прилично. прилично одет, сидит просто. А это шкаф с книгами, здесь люди обмениваются тем, что можно почитать. Вот женщина принесла книги, видно, почитала, принесла. М, Или просто, может быть, пришла поставить. Может, дома были лишние книги. В общем, друзья, случилось, конечно, неожиданное событие. Оказывается, в трамвае я забыл свой телефон. Потерял телефон там. И в кафе, когда мы зашли, я хотел расплатиться, и его не обнаружил. Беда в том, что там все карты наши банковские. Ну, в общем, там много чего есть, но вопрос в том, что он заблокирован, телефон. И поэтому вряд ли кто поимел бы наши деньги, но без телефона я даже не могу уехать назад. Deutschland Ticket же в телефоне. Мы дозвонились на мой номер, и, оказывается, трубку взял водитель трамвая. Он говорит, что может вернуть нам телефон, если мы сейчас с ним пересечемся на остановке через полчаса на Бисмарк-плац. В общем, надеемся, мы сейчас найдем нужный трамвай и там заберем свой телефон. В общем, стоим мы с Ладой на станции, ждем, пока приедет наш трамвай. Вот должен так вот приехать, только 23 номер. У него здесь конечная. Должен быть в очках темных. Да, сказал, я буду в очках и в свитере с откидным воротником. Так мы его должны узнать. Ну и он сказал, что будет без 2 минут 12 сюда должен подойти. Это конечная остановка, поэтому он тут пару минут стоит, а потом отъезжает. Надеюсь, мы... Еще 20 минут ждать. Да, у нас еще 20 минут. Ну, короче, это нервы делает, да? Алло. Алло. Danke schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, sie. Ja, das ist unsere Candy. Короче, все закончилось отлично. Нам вернули наш телефон и даже не захотели нашу благодарность принять. Мы 10 евро пытались. И вино хотели предложить. Да, у нас еще у нас бутылочка бутылка вина есть. Короче, он Хоть отказался, чем-то он отблагодарить. Он сказал, что если я потеряю, это Мне тоже тоже. будет, мне тоже вернется. Вот, покажи водителя. Ну, вон водитель Я стоит, да. снимала, но, возможно, мне неудобно было лицо камеры тыкать. Да. В общем, счастливое завершение, это классно, потому что без телефона я просто растерялся. Представьте, сколько всего у нас в телефонах хранится. Там и деньги, там и билеты, там и доступы к каким-то другим там вещам, если... Хорошо, он был у меня на пароле. В общем, теперь... Это еще раз доказывает, что все-таки в Германии действуют какие-то законы у людей. Не, ну просто внутренне, да. У людей есть чувство того, что нужно помогать другим людям. И они причем за это ничего не хотят. Просто от чистого сердца. Молодец. За хорошее окончание нужно чайку попить, Да. потому что
Мы 40 минут простояли на остановке, замерзли просто. И эта женщина, которая здесь, она звонила водителю. Ну, мы там могли поговорить, но мы боялись, что мы точно не скажем. деталей не Где-то слово неправильно скажем, или он не поймет нас. Вот. И поэтому мы сюда пришли сказать ей, что мы нашли телефон. Она говорит: о, классно, круто. И потом мы тут обнаружили, мы же в стрессовой ситуации сразу не заметили. поняли, что это. А это классная столовая. То есть, смотрите, это как забегаловка вот у нас, как такая кафешка, столовка, в которой можно так вот забежать и быстренько поесть. Вот я смотрю, люди едят картошечка с котлеткой. Вот домашняя нормальная пища. Я думала, в Германии такой нет, а она есть. Класс. Humano, humano, merito, merito. Humano, humano, merito, merito. Melano, humano, merito, merito. Yeah, 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 yeah. Take it all off, yeah. Make me go insane. You making me see, yeah. I want you to scream, yeah. Наконец мы приехали к самому красивому месту в Хайдельберге. Это Альте Брюке или Старый мост. Это каменный мост, который построили несколько веков назад на месте деревянного моста. Его еще называют мостом Карла Теодора. Это почти самая главная достопримечательность в этом городе после замка. Но до замка мы еще не добрались. Лада увидела здесь несколько отелей и сейчас Да. пытается узнать, сколько стоит проживание в них В на общем, ночь. покажи вот. Рядом с Цены, нами, да? цены. Вот этот вот отель, который напротив нас, стоит 113 евро. Вот этот вот За ночь. рядышком Ага. стоит 96. Дальше там 115. И с этой стороны там где-то 109. То есть да. То Ну, есть нет. в принципе, мы так и говорили, что если искать отель в центре города, то он будет в 2 или в 3 раза дороже, чем тот, в котором мы остановились. Но как было бы классно здесь остановиться. Представь себе, это совершенно другой был бы, наверное, Ну да, да. Ты наше живешь прямо в центре. пребывание. Мы бы утром вышли, посмотрели на этот мост, ходили бы в ресторан. Почему мы такие бедные? Мы не бедные, мы экономные, нам нужно путешествовать, и в принципе, если мы будем сильно роскошно путешествовать, просто это будет одно из последних путешествий. Но ты посмотри только вот на эту железную статую. Это знаменитая обезьяна, какая-то греховная обезьяна с зеркалом в Греховная? руке. Да. Его надо потереть, и тогда у тебя будет богатство. Но самый лучший вид на эту обезьяну вот с этой стороны. Ну да, она Когда какая-то спускаешься с моста. бесстыжая, да? О, смотри, а ей Жизнь. кто-то краской замазал там А, самые причинные места. какая-то Вандалы, странная вандалы. обезьяна совершенно. Но Ну, наверное, в этом что-то есть. нужно зайти на мост и посмотреть с моста на реку. Здесь открывается красивый вид. Река называется Нека. И мы уже не первый город на этой реке посещаем. Но в этом месте Нека очень широкий. Просто, наверное, здесь самое широкое его течение. Мы были в Тюбингене, который тоже является университетским городом. И он тоже стоит на реке Нека. А теперь приготовьтесь, друзья, бам! Смотрите, вот он замок. Отсюда его прям очень хорошо видно. Ух ты! Замок, на который мы тоже планируем с Ладой Какой сейчас забраться. замок! Нам надо туда пойти. Я уже хочу Конечно. туда идти. Смотри. И вот ворота, ведущие в город, с этого моста, тоже очень красивые. А здесь памятник, я так понимаю, это Карл Теодор как раз, правитель, который построил этот мост. И вот такие нептуны тут под ним возлегают внизу. Вот правильно, видите, написано Карло Теодоро. Почему-то это написано на латыни. Посмотрите, здесь есть еще люди, которые на байдарках плавают в такую погоду. Холодно, да еще и против течения.
Они просто герои какие-то, да. Молодцы. Молодцы. Ладно, а ты знаешь, Впереди девушка гребет, смотри, Мгм. а вторая тоже, наверное, девушка. а это две девушки, что ли? Не Наверное, знаю. парень второй. О, они разворачиваются. Сейчас по течению их понесет быстрее. Ой, так они сейчас не остановятся, тут течение, посмотри какое. Ага, им бы попасть в пролет. Да, это мужчина и женщина. Развлекаются, да? Да. Может быть, папа с дочкой. Класс, пойдем. Ну вот они. Всё, Молодцы. они расслабились, можно уже теперь не грести. А теперь им будут сплавляться вниз далеко-далеко и быстро. Почти не надо напрягаться, просто рулевать. А посмотри, Лада, тут замочки. Да. И тут мало. Некоторые цифровые, видишь, современные. С чемоданчик. На мосту, конечно, красиво, но очень холодно. Прям дождь нас сегодня встречает здесь. Пришла пора прогуляться по самому туристическому райончику. Неизменные атрибуты всех туристических мест – это сувениры. Можно купить себе магнитики на память. Вот смотрите, цены. Одна штука 5,90. Это за металлические. Недешево, я вам скажу. За 2 штуки 11 евро, за 3 штуки 15 евро. Вот такие вот всякие. На холодильничек повесить. Сегодня еще мало туристов. Я смотрел про этот город. Здесь вообще летом очень много людей ходит. Мы вообще гуляем с тобой в дождь. Нам почему-то как-то не совсем везет в этот Ну, раз с погодой. Дождь — это типичная погода немецкая. Посмотрите, какой Обалдеть. собор большой и старинный. В этом городе архитектура вся не старше 300 лет, потому что 300 лет назад этот город был разрушен в ходе войны. Французы разрушили этот город, когда пытались его завоевать. После этого город был отстроен, но все здания здесь как бы не древнее 300 лет. То есть можно сказать, что это не самые старинные дома в Германии. Даже в нашем Гаслинге есть дома, которым почти 500 лет. Но это и не важно, потому что на самом деле город очень смотрится таким аутентичным и старинным. То есть все эти дома действительно старые, и во время Второй мировой войны они не были разрушены. Поэтому можно сказать, 300 лет это достаточно много для домов. И атмосфера старины здесь передается, ощущается. По крайней мере в этой части города. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Дорожка вверх поднимается в замок. Но кроме того, чтобы подняться ногами, можно еще заехать сюда на специальном Бергбане. Вот написано Бергбан. И я так понял, вход в замок стоит 11 евро сейчас. И, кстати, подняться и зайти на этом фуникулере будет точно такая же цена, поэтому почему мы будем идти пешком? Может, конечно, это красиво, но мы, наверное, попробуем заехать. Если сегодня работает этот бан, я думаю, он находится здесь. Так, это отель Амшлосс. Сейчас узнаем, где здесь Бергбан. Ну, пока мы нашли только фотографии этого Бергбана. Вот он, смотрите. Такие вагончики ходят наверх. Это раньше, наверное, такие ходили. Но как нам попасть на эти вагончики, мы еще с Ладой не можем сообразить. Может быть, сегодня такой день, когда не работают они? Ну что, пойдем пешком? Да, придется идти пешком. И я не знаю, каким путем, этим путем или вот этим путем. Сюда как-то красивее даже. Можно Мне подняться. нравятся ступеньки больше. Ну, пойдем по ступенькам. Кто-то нам писал, Лада, что когда они смотрят наши видео, то видят только хорошую погоду.
Где же хваленая немецкая дождливая погода? Но вот она. Ну и что, мы уже заходим в сам замок. Замок был построен в 13 веке. Это очень древний замок. И здесь жили князья. Ну, наконец мы добрались до замка. Смотрите, это вот главный вход в замок. Чтобы сюда зайти, мы с Ладой купили билеты по 11 евро. Да. Никаких скидок, ничего такого. И мы выяснили, что фуникулер, который здесь существует, он сейчас просто не работает. Он работает только летом с марта. Сейчас мы можем уехать назад на автобусе, нам На автобусе, сказали, да. вместо фуникулера. Смотрите, какая красивая башня с часами здесь. И это мост через ров. Оборонительный ров, вот глубокий, где обычно вода, но здесь не вода, здесь какие-то ходы. Очень интересно, большой такой замок, крупный вообще. Интересно. И здесь находится еще вот эта вот самая большая винная бочка, не знаю, в мире или в самой Германии, но она огромная. И сказали, что мы ее сможем здесь посмотреть за эти деньги. Ух ты! А здесь есть и отстроенные дома, которые выглядят целыми, красивыми. Есть стены, которые вот явно какие-то побитые, облупленные. Возможно, более старые. А есть те, которые как новенькие стоят. Слушайте, ну, конечно, жить на территории такого дворца, замка-дворца, это по-королевски, по-королевски. Вот уже у этого дома нету крыши, просто стоит фасадная стена, и там видно, что пустота внутри. И такая гулкая атмосфера здесь, птицы кричат и эхо отдает. Классический фонтан с водой, с такой большой чашей. Тут так птицы кричат, знаешь, как в какой-то сказке, там, где какие-то там таинственные существа живут. Знаешь, вот ты попал в какую-то сказку, где А, кстати, а что это первый за раз птицы? ты там находишься, и там такие птицы. Говорят, кто здесь? Это не павлины, нет? Не знаю. Я не знаю, что это. Даже несмотря на то, что нам сегодня с погодой не повезло, мы можем побывать в таких закромах. Это же интересно, царские винные закрома. Что? Ага, вот она, друзья. Мы сюда прямо к ней пришли. А здесь, скорее всего, ресторан действующий. Можно продегустировать какое-нибудь вино. А сюда сносили вино жители города в качестве подати. То есть это было налоговое вино, так скажем. А вот эти надписи, когда появились, я не знаю, возможно, это более современные, а может и древние. Приходили студенты, это же студенческий город, и царапали здесь свои имена. Традиция такая была. Насколько я понимаю, здесь еще можно на эту бочку даже зайти как-то сверху. Слушай, подожди, здесь еще одна бочка. Ладно. Еще одна бочка. Да, здесь А еще сколько одна штук? громадная бочка. А сколько штук тогда, если тут 2 тонны? Пойдем смотреть. Может быть, это я об этой бочке читал? Оказывается, мы с Ладой чуть не прозевали самую главную бочку. Потому что здесь стоят леса, ее реставрируют. И, в общем-то, статуя эта не видна.
И вот эта вот лесенка, она такая едва заметная, а бочка намного больше, чем та, которую мы вам показывали, стоит вот здесь. Вот это бочка, я Да, понимаю. Вот эта бочка, всем бочкам бочка. Действительно древняя. И наверху там есть площадка, на которую можно зайти. Да. Ну-ка, давай, Лана. Танцплощадка. Так, включается музыка и погнали. Танцуют все. Посмотрите, какая она громадная. А вот и самый главный пьяница. Это был придворный шут, которого звали Перкео. И он умер от того, что все время пил вино. Представьте. А, подожди, там, по-моему, какая-то история, что ему налили воды вместо вина, и он от этого умер. Да. Вот такое даже. Перкео каждый день пил много-много вина, а когда ему налили вместо вина стакан воды, и он умер от воды. Это такая легенда. 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 Так что, друзья, если вы пьете вино, то на воду не переходите. I got off easy, darling. Got no more time for loving you. Yeah, I got off easy, baby. Got no more time for loving you. Ooh. No more pain, no more worries. Got no more time for loving you. No. На этих узких улочках Хайдельберга мы с вами прощаемся, друзья, потому что нам пора ехать домой, возвращаться в свой город. Всем желаем таких же прекрасных путешествий, даже несмотря на то, что можно попасть в очень сырую немецкую погоду. Нам все равно очень понравилось в этом городе. Так что если вы где-то в Германии или будете проезжать, то не проезжайте мимо. Посмотрите, центр города можно обойти достаточно быстро. Нам очень понравился, особенно замок, там есть что посмотреть. Очень много впечатлений, просто вау. Всем желаем счастья, добра и мира, друзья. Всем пока, до новых видео.